Марине 43. Дочь вышла замуж и уехала в областной центр. Сын там же в институте учится. Муж работает начальником, хорошо зарабатывает. Так что хороший подарок ожидаем. Завтра собрались ехать к дочери и сыну в гости на своей машине. Вот и муж. Бросилась в прихожую. Лицо у мужа злое. «Глеб, что случилось? Колесо пробил. Представляешь, новая резина. Около самого дома. Пойду запаску поставлю». Повесил куртку на вешалку, снял ботинки. «Сейчас только в туалет схожу». «Есть будешь или потом?» «Потом. Там уже темнеет». Муж вышел из туалета и бросился обратно в прихожую. «Ты хоть накинь на себя что-нибудь», — кивнула на вешалку. «Вон, свитер старый надень». Муж с тем же злым лицом стал натягивать свитер, а на лице Марины мелькнула улыбка. У мужиков свои проблемы и свои горести. Новую резину он пробил. Теперь весь вечер хмурым будет ходить. Муж вышел, а взгляд упал на его куртку, на рукаве которой виднелась грязь. «Уже измазал», — проворчала Марина. Намочила чистую тряпочку и стала оттирать. Левая рука, поддерживающая куртку, нащупала какую-то коробочку. Убрала всю грязь, помыла руки и достала из кармана мужа коробочку. В ней были красивые золотые серьги. Марина вскрикнула от восторга, полюбовалась и положила обратно в карман. 8 марта обещает быть незабываемым. Сколько же они стоят? Представила серьги на своих ушах, с сожалением помотала головой. Ведь сегодня не отдаст, да завтра протянет. Он никогда заранее не дарит. Пойду приготовлю что-нибудь вкусное. На следующее утро Марина почувствовала, как муж тихонько встал с кровати. Через несколько минут щелкнул замок входной двери. Вскочила, бросилась к окошку. За тюльпанами поехал. Привезет желтые, я ему в прошлом году заказывала. Они самые красивые. Марина улыбнулась, привела себя в порядок и стала готовить завтрак, ежеминутно глядя в окно. «Ну что ж он так долго? Словно специально хочет меня помучить. Тюльпаны, наверное, выбирает. Уже больше часа прошло». Посмотрела очередной раз в окно. Муж выходил из своей машины с цветами и коробкой. Так он еще и за свежим тортом ездил. Бросилась к зеркалу, подвела губы, брызнула на шею его любимыми духами и бросилась в прихожую. Вот и он протянул букет и коробку с тортом. «С праздником тебя, любимая!» Пока он раздевался, отнесла торт на кухню, поставила цветы в вазу. Муж зашел в комнату и мило улыбнулся. «И еще подарочек!» И подал коробочку с духами. «Что с тобой, Марина?» – удивленно спросил, глянув на супругу. «Ничего», – изобразила на своем лице улыбку. Зазвучала мелодия на ее телефоне. Звонила дочь. «Мама, с праздником! Вы когда приедете?» «Катя, сейчас чай попьем?» «Значит, часа через 2?» «Ой, мы хотели к твоим бабушкам сначала заехать, поздравить их. Так это вы только к вечеру приедете. Когда к городу подъезжать будете, позвонишь. Вдруг мы куда-нибудь уйдем. Ладно. Мама, у вас все в порядке? Какая-то ты не такая. Все в порядке, позвоню. Марина, идем чай пить, раздался из кухни веселый голос мужа. Она пошла на кухню, в голове билась лишь одна мысль. Что все это значит? Куда делись серьги? Кому он их купил? Дочери? Они не молодежные. Катя такие носить не будет. Своей матери тоже нет. Да я сама им всем подарки купила, и он об этом прекрасно знает. Марина, а ты чего такая хмурая? Все нормально. Подвинула к себе тарелочку с куском торта. Может, спросить напрямую? Скандал начнется, а нам ехать еще, он за руль сядет. Надо сначала во всем разобраться,
а то всем на праздник настроение испортим. Муж вел машину, а Марина на заднем сиденье, прикрыв глаза, дремала. Так кому же он эти серьги купил? И вдруг словно по сердцу ударило. Любовницы! У моего Глеба любовница? Глупости какие! А почему нет? У мужиков после 40 у всех заскок. Начинают на молодых смотреть. Нет, Глеб только меня любит. Мы уже 23 года вместе. Он ни разу повода не дал, чтобы его заподозрить. «Марина, ты что, спишь?» — оторвал от раздумья голос мужа. «Ой, уже к моим приехали!» — нацепила на лицо счастливую улыбку. «Все, потом разберемся, а то мама сразу догадается, что у нас что-то не в порядке». С часок посидели, чай попили, поехали к свекрови со свекром. Мысли опять закрутились в голове. Мама так на меня подозрительно смотрела, похоже, что-то почувствовала. Все, надо выметать все мысли из головы. Может, мне та коробочка привиделась? Нет, сходить с ума мне еще рано. В крайнем случае, вечером дома напрямую спрошу. Посидели немного у свекрови и поехали в областной центр к дочери. И, конечно, мысли вновь вернулись к той коробочке. Неужели любовницы купил? Но они 1020 стоят. Он большим начальником на заводе работает, им там премии часто дают. Молодые женщины, наверное, вокруг него крутятся. А зачем тогда он коробочку в кармане куртки оставил? Мог ведь и в машине спрятать. Так он вчера вечером такой загруженный зашел, ведь свою новую резину пробил. Похоже, даже про серьги забыл. И тут ей в голову пришла интересная мысль. А вдруг эта коробочка до сих пор лежит у него в кармане? Если у него любовница, то когда он успел ей подарить? Сегодня утром. Он ведь целый час за цветами ездил. Ну, 15 минут на цветы, 15 минут на торт, а полчаса где пропадал? Неужели я права? Надо проверить, у него серьги или нет. Конечно, уже нет. Про свою резину он утром уже забыл. Наверняка все мысли об этом подарке были. Зазвучала мелодия на ее телефоне. «Мам, а вы где?» — раздался голос дочери. «Едем к вам. Где-то через час будем». «Минут через 40», — раздался голос мужа. «Вот, папа говорит, минут через 40. Макс уже у нас, и твои сват со сватьей уже пришли. Вас только ждем». Зашли в квартиру дочери. Объятия, поздравления. «Садитесь за стол», — скомандовала дочь. «Папа, ты за рулем?» «Конечно. Значит, сок будешь пить». «Ой!» — воскликнула Марина, словно что-то забыв, и бросилась в прихожую. Покопалась для вида в своей сумочке, а заодно проверила карманы в куртке мужа. Коробочки не было. Значит, я права. У него любовница. Праздник шел своим чередом. Мужчины произносили тосты, женщины принимали поздравления. Марина изо всех сил старалась быть веселой, улыбалась через силу. Вернулись домой уже вечером вместе с сыном. Тот сразу стал собираться. «Максим, ты куда?» «Мама, к друзьям схожу. Долго не задерживайся». Сын ушел, а Марина чувствовала, что мысли об измене измотали ее окончательно, что не сможет сегодня ночью уснуть. Также понимала, если начнет этот разговор, то может закончиться их счастливая семейная жизнь, их любовь. Ведь всю свою совместную жизнь они не сомневались друг в друге, и все это сейчас рухнет. Муж сел на диван, сладко потянулся. «Что-то я устал». Она решительно села рядом. «Глеб!» И тут заверещал телефон. «Привет, Юра!» — крикнул муж. «Ну, как все прошло?» Пришли, вручили подарок. Лариса Федоровна расплакалась от счастья, что ее не забыли. Потом примерила подарок, вновь слезы. Затем стала стол накрывать. Пришлось пару часов посидеть.
Все про завод расспрашивала и про тебя вспоминала. Как там этот мальчишка? Так и сказала. Мы ей сообщили, что подарок ты покупал. Привет тебе передала. Надо же. Ладно, пока. Я тебе сейчас фотку на телефон сброшу. Глеб выключил телефон, продолжая держать его в руке. Сегодня Юрка и Анатолий к Ларисе Федоровне, бывшему главбуху завода, ходили. Ей как раз сегодня 70 лет исполнилось. Директор 10 тысяч выписал. Мы по 1000 скинулись. Купили ей в подарок серьги за 20 тысяч. Юрка говорит, рада, что ее не забыли. На его телефоне вновь заиграла мелодия. Он включил и показал супруге снимок на дисплее. Вот она, наша Лариса Федоровна. На снимке была пожилая женщина. Она улыбалась, а в ушах у нее были серьги, те самые, что она видела в кармане его куртки. «Глеб, родной мой, любимый!» Она обняла мужа за шею и заплакала. «Марина, что с тобой?» Но супруга ничего не могла ответить. Она плакала от счастья.